Лимонная кислота – это универсальное средство для уборки, которое можно использовать для очистки различных поверхностей, бытовой техники, удаления накипи, дезинфекции и устранения неприятных запахов. Всем привет, друзья! Вы на канале Советы для дома. И, как вы уже поняли, в этом видео я поделюсь с вами различными вариантами применения лимонной кислоты в быту. Использовать можете лимонную кислоту в виде кристаллов, которая продается в пакетиках, или лимонный сок. Начнем с приготовления чистящего средства. Для этого возьмите бутылку с распылителем, насыпьте в нее 25 грамм лимонной кислоты, это примерно 1 столовая ложка с горкой, и добавьте 250 мл теплой воды. Закрутите бутылку распылителем и перемешайте, чтобы кристаллики лимонной кислоты полностью растворились. Сушилка для посуды постоянно контактирует с водой, а если вода жесткая и с различными примесями, то очень быстро на сушилке вы увидите вот такой налет. У меня он рыжего цвета, шершавый на ощупь, но поверьте, избавиться от него не так уж и сложно. Берите чистящее средство, которое мы сделали, и обрызгивайте им сушилку для посуды. Через 15 минут возьмите зубную щетку и можете приступать к очистке. Вы увидите, как весь налет очень легко отходит. У меня еще есть вот такая изогнутая щетка, которая без проблем отмывает всю грязь в уголках. Как ее сделать, смотрите видео, которое появилось в подсказке. Если у вас металлическая сушилка для посуды, которая вся покрыта ржавчиной, то в одном из видео я уже рассказывала, как отмыть сушилку от ржавчины. Ссылку на него оставлю в описании. Кому актуально, переходите, смотрите. После очистки сушилку для посуды нужно хорошо сполоснуть под проточной водой и вытереть насухо. Смотрите сами, какой отличный результат. Все идеально чистое и, что немаловажно, без царапин. Потому что, во-первых, теряется внешний вид, а во-вторых, в царапины сильно забивается грязь и налет, и с каждым разом отмывать сушилку будет сложнее. Налет от жесткой воды также накапливается на посуде. Особенно сильно он заметен на темной посуде, как в моем случае. Чтобы его очистить, достаточно обрызгать посуду раствором лимонной кислоты и оставить на 15 минут. Для того, чтобы средство не высыхало и не стекало, можете использовать салфетки. Когда пройдет время, помойте посуду губкой, в труднодоступных местах щеткой и хорошо сполосните под водой. Вот теперь все идеально. Если вы случайно пролили на себя кофе и испортили любимую футболку, худи или джинсы, не расстраивайтесь. В стиральной машине такие пятна не всегда отстирываются, а вот лимонная кислота в этом случае поможет. После того, как пролили кофе, ни в коем случае не трите пятно, а просто хорошо промокните его салфеткой. Как только появится возможность, сделайте чистящий раствор и обрызгайте им пятно от кофе на одежде. Затем возьмите ватный диск, хорошо промокните пятно и оставьте на 10 минут. Через 10 минут положите вещь в стиральную машину и постирайте как обычно. Я застираю футболку вручную с хозяйственным мылом, чтобы показать вам результат. Смотрите, футболка идеально белая, пятно от кофе полностью отстиралось. Налет от жесткой воды также быстро накапливается на плитке в ванной или на стеклах в душевой кабине. И если вы уже с подобным сталкивались, то знаете, что не всеми покупными средствами его можно отмыть. Лимонная кислота с этим справится без особых усилий. Я обрызгиваю стекло в душе и сразу протираю его мягкой влажной губкой. Если у вас налет посерьезней, тогда обрызгайте, оставьте на 5 минут, потом снова обрызгайте плитку или стекло и можете приступать к очистке. Вымытую поверхность споласкивайте от остатков лимонной кислоты и протирайте насухо. Если не хотите, чтобы на стекле или на плитке остались разводы, используйте водосгон. Стекла в принципе не видно, оно идеально чистое, так что способ полностью рабочий, пользуйтесь. Для следующего рецепта возьмите небольшую емкость, насыпьте в нее 1 столовую ложку лимонной кислоты,
Добавьте 1 чайную ложку средства для мытья посуды, 100 мл теплой воды и хорошо перемешайте. Иногда на поверхности ванны, даже после мытья, может остаться вот такой рыжий налет. Он шершавый и появляется из-за того, что у вас жесткая вода с различными примесями. Отмыть его очень просто. Берите влажную губку, смачивайте ее в чистящем растворе и протирайте ванну. У меня раствор начал пениться, потому что я только что протирала раковину с содой, и, скорее всего, немного соды осталось на губке, вот и началась реакция. У вас такого не будет. В тех местах, где налет был сильно заметен, положите бумажные полотенца и оставьте ванну в таком состоянии на 15 минут. У меня время уже прошло. Убираю бумажные полотенца и домываю ванну. На сливе весь налет очень легко отмывается. И те места на поверхности ванны, что были шершавые, теперь полностью гладкие. После очистки ванну обязательно нужно сполоснуть проточной водой, чтобы смыть остатки лимонной кислоты. Я понимаю, что камера не передает, но ванна идеально гладкая. Хотя видно, что она блестит. Если бы она была в налете, то так бы не блестела. На полу, особенно на кухне, различные пятна и брызги – это не редкость. Налейте в ведро 5 литров теплой воды и выдавите в воду сок из половинки лимона. У меня лимон с косточками, поэтому выдавливаю его через ситечко. Косточки, как видите, остаются в нем. Теперь смочите насадку для швабры или тряпку в воде с лимонным соком и протрите пол. Лимонный сок – это природное средство, которое эффективно удалит грязь и жир, продезинфицирует поверхность и наполнит помещение свежим цитрусовым запахом. Я один раз протерла пол, и смотрите, все пятна отлично отмылись, плитка чистенькая. Еще вы можете использовать лимонную кислоту для того, чтобы почистить стиральную машину. От накипи хорошо почистит, от неприятного запаха и от грязи, которая накапливается на внешней стороне барабана. Добавлять лимонную кислоту в барабан не нужно. Добавлять лимонную кислоту нужно в порошкоприемник вот сюда, в отсек, помеченный римской цифрой 2. Берете 25-граммовый пакетик лимонной кислоты и полностью вот сюда всю лимонную кислоту высыпаете. Я свою стиральную машинку недавно чистила, поэтому сейчас просто показываю и чистить не буду. Если в вашей стиральной машине есть режим очистка барабана, выберите его. Если такого режима нет, тогда выбирайте самый длинный по времени режим из всех, что есть. Температуру выставляете 90 градусов. Отжим выбирайте максимальный. Также не забудьте включить дополнительное полоскание и запускайте очистку. После такой процедуры ваша стиральная машина будет просто идеальная. При стирке 1-2 раза в неделю делать так нужно хотя бы 1 раз в полгода, а если вода жесткая, то 1 раз в 3-4 месяца. Не знаю, как вы, но я никогда не использую покупной кондиционер для белья во время стирки. Он смягчает вещи, придает им приятный аромат, но с другой стороны кондиционеры слишком ароматизированные и могут вызвать раздражение на коже или аллергию. Прекрасной заменой покупному кондиционеру станет ополаскиватель для белья домашнего приготовления с лимонной кислотой. В отсек для основной стирки добавляю гель, а в отсек для кондиционера наливаю раствор, который мы сделали в самом начале видео. 3 столовые ложки будет достаточно. Лимонная кислота смягчит воду и освежит белье. Она также предотвращает размножение бактерий, поэтому после стирки вещи будут мягкие, со свежим ароматом, никакого запаха плесени и затхлости не будет. Ну что ж, друзья, вот такие 8 лайфхаков про применение лимонной кислоты в быту я сегодня хотела вам рассказать. Возможно, вы что-то знали, возможно, что-то услышали впервые. Своим опытом можете делиться в комментариях.
И если это видео было для вас полезным, ставьте под ним лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. До встречи в других видео.